В густом лесу, недалеко от окраины небольшого города, стоял теплый летний вечер. Трава была еще влажной от недавнего дождя, воздух густой и наполненный ароматами листвы и земли. В этот вечер стая волков, скрывавшихся в тени деревьев, вдруг насторожилась. Из глубины леса доносился слабый, прерывистый плач. Самый старший из волков, осторожный и мудрый, повел стаю на звук. И вот на старой деревянной скамейке посреди полянки, среди высокой травы, лежал завернутый в одеяльце младенец. Девочка, крошечная и беззащитная, плакала негромко, будто теряя силы. Волки не тронули ребенка. Напротив, окружили ее, будто охраняя. Один из волков лег рядом, прижимаясь к ней боком, чтобы согреть. Прошло немного времени, и малышке стало спокойно, она замолчала и даже улыбнулась. На следующее утро по проселочной дороге проходил мужчина по имени Сергей. Он направлялся на работу, когда заметил необычное поведение птиц, летающих низко над деревьями. Прислушавшись, он услышал слабое поскуливание и подошел ближе. Его глазам открылась невероятная картина. Посреди лесной поляны среди волков лежал младенец. Когда он сделал шаг вперед, волки отступили, будто зная, что он заберет ее в безопасное место. Сергей был потрясен. Он аккуратно взял девочку на руки и понял, судьба снова вторглась в его жизнь. Сергей был молодым мужчиной, который работал консультантом. Хотя у него было все с финансовой точки зрения, он не чувствовал себя счастливым. Годы назад он потерял жену и дочь в трагической аварии, и с тех пор его сердце было пустым. Он жил один, погруженный в работу, чтобы не думать о боли утраты. Но появление этой малышки все изменило. Он отвез девочку домой и попросил домработницу помочь с уходом. Та вымыла, накормила и уложила ребенка спать. Сергей, наблюдая за этим, почувствовал в себе странное тепло, то, чего не чувствовал много лет. Через некоторое время он дал девочке имя Анна. Хотя его работа по-прежнему требовала разъездов, он всегда обеспечивал малышку всем необходимым. Со временем он все больше времени проводил с ней, а сердце его вновь наполнялось любовью и заботой. Он рассказал Анне правду, что она не его родная дочь, но с самого начала он чувствовал, будто она послана ему судьбой. Анна росла доброй, умной и чуткой. Она знала, что Сергей не ее биологический отец, но именно его считала самым близким человеком. Однажды, когда ей было 7 лет, Сергей нашел ее рисунок. На нем были изображены мама, папа и девочка, идущие по улице. Это ранило его до глубины души, напомнив о потерянной семье. Он не сдержал слез. Анна подбежала, обняла его и прошептала: «Прости, если я сделала что-то не так. Я просто всегда хотела жить в счастливой семье. Я очень тебя люблю». Эти слова согрели его, как луч солнца в пасмурный день. Он тоже сказал ей, что любит ее. Вскоре, на ее 10-летие, он сообщил Анне, что официально удочерил ее. Она заплакала от радости. «Спасибо, папа. Ты мой единственный родитель, и я хочу, чтобы ты гордился мной». Сергей тогда принял важное решение — уволиться и больше не ездить по городам. Он хотел быть рядом каждый день. Его бизнес продолжал приносить доход, и он мог позволить себе такую перемену. Анна училась блестяще. Несколько лет подряд она была лучшей ученицей и получила стипендию от школы. Сергей был горд и вложил все силы и средства в ее образование. Девочка с детства мечтала стать архитектором и поступила в университет. Там она раскрылась еще больше и вскоре стала востребованным специалистом. Прошли годы. Однажды в солнечное утро Анна приехала к Сергею. После короткой беседы она предложила ему сесть в машину. Он не знал, куда они едут. Когда они остановились, перед ним предстал красивый, современный дом. «Папа», — сказала Анна с улыбкой, — «это твой новый дом. Я построила его для тебя. Ты дал мне все, что у меня есть. Я просто хочу сказать спасибо». Сергей был тронут до слез. Он обнял дочь, и в этот момент понял, летний вечер в лесу стал поворотной точкой всей его жизни. Тогда, когда он впервые увидел девочку, найденную волками, он и представить не мог, что она станет его счастьем.